Я хочу, чтобы вы посмотрели на эти две страницы среди ваших заметок. We're going to spend our time this session talking about three illustrations that I think you'll find to be very practical. На этой части семинара мы будем говорить о трех иллюстрациях из заметок. In our first session, эти практические заметки, иллюстрации с первой сессии. We talked about the work that we call development, organizational development. Они связаны с работой, которую мы называем служение развития. And regardless of the roles that we play in the ministries that we represent, независимо от роли, которую мы занимаем в служениях, которые мы несем, all of us in one form or another are doing development work. Все из нас мы делаем служение развития в одной или в другой форме. And most of us never anticipated that that was going to be the role that we were going to fill in the ministries that we represent. Скорее всего, большинство из нас даже не ожидали, что именно такую роль мы будем играть в наших служениях. I mean, really, how many of you, when you were 15 years old, said that you wanted to grow up to be a development person? Например, кто из вас в 15 лет мог сказать, что вы будете заниматься развитием? No hands were being raised. Никто не поднимает руку. And most of us ended up in this profession not by choice, but by default. И многие из нас занимаются этой профессиональной деятельностью развития не по нашему выбору, а по сложившимся обстоятельствам. And yet, what it is that we're talking about is so incredibly relevant to your long-term success. В то же время то, о чем мы говорим, оно удивительно применимо к служениям и к успеху, которое вы можете иметь. Now, the good news is that this is a profession, this is a ministry that we're involved in, that we are prepared to do. И есть хорошая новость в том, что она состоит в том, что мы уже подготовлены делать эту работу. You all have experience. У вас у всех есть опыт. And so it's not like you're going to do something that you don't have experience doing. И поэтому то, что вы должны будете делать, это не значит, что вы будете делать без определенного опыта. So that should be an encouragement to you. Поэтому это может вдохновить вас. Because the analogy that most clearly represents the work of development that we're talking about. Поэтому, учитывая те аналогии, которые мы приводим и обсуждаем сейчас в вашей работе, is falling in love. Это аналогия, когда вы влюбляетесь. And all of us at one point in time, or perhaps several times, points in time, have fallen in love. И все из нас, некоторые из нас несколько раз когда-то в своей жизни, возможно, уже прочувствовали это чувство, когда вы влюбляетесь. And so, надо открыть, потому что жарко. Просто открыть двери. There was a time, my wife's name is Sue. Было время, и мою жену зовут Су. And there was a time that I didn't even know that Sue existed. И я знаю, что было время, когда я даже не знал, что Су, так зовут мою жену, Сю. Сью. Sue. Так, Сью. See, I can speak Ukrainian. Sue. Я же дословно. Translate for you. Да, Sue. Так вот, было время, когда я не знал Сью. And we grew up in different parts of our country. И мы выросли в разных частях нашей страны. My father was a fisherman. Мой отец был рыбаком. Her father was a factory worker. И ее отец был работником фабрики. I grew up in a traditional American family. Я вырос в традиционной американской семье. Sue's family was all Polish. И вся семья Сью, они были поляки. I mean, there were lots and lots of differences. И было слишком много разных различий. But I want to kind of show you the process, and
reflected in the illustration in front of you. Но я хочу показать вам процесс, который находится на иллюстрации в заметках. And I call this the relational continuum. Иллюстрация называется «Континуум взаимоотношений». Now, for those of you that weren't with us in our first session, Для тех, кто не был с нами здесь во время первого семинара, I define development as the things we do as an organization to build relationships. я хочу дать определение служению развития таким образом. Служение развития является служением через развитие отношений. That your success as an organization at the end of the day is going to be based on how effective you've been in building relationships. И ваш успех в служении развития связан напрямую, насколько эффективно вы можете построить взаимоотношения с вашими партнерами. And so what I'm going to share with you is how to build relationships organizationally. Поэтому я помогу вам, поделюсь с вами именно принципами, как использовать это в развитии отношений для организации. You see, most of us know how to do it individually, but now we are part of organizations that have many people with whom we need to build relationships. Многие из нас знают, как это делать индивидуально, на личном уровне, но нам приходится работать в организациях, в которых много людей. So in many instances, I'm going to share with you what you already know. Конечно, я буду делиться с вами уже то, что вы знаете. So in my diagram, this is Sue. Это в моей диаграмме это Сью, And this is me. а это я. And this is before I even knew she existed. И это иллюстрация того, когда она даже Сью не знала о моем существовании. But from the day I met her for the very first time, Но от дня, когда я ее встретил первый раз, 10 months later, 10 месяцев спустя, I was standing next to her in front of a pastor, я стоял рядом с ней, перед пастырем, and I said to her, for richer, for poorer, и я сказал, в богатстве или в бедности, for better, for worse, к лучшему или к худшему, in sickness and in health, в здоровье или в нездоровье, until death do us part. пока не разлучит нас смерть. I mean, what in the world do you think could have happened in 10 months that would cause any sane person to commit the rest of his life to that other person? What do you think must have happened? Как вы думаете, что должно случиться за 10 месяцев, чтобы человек сказал такие слова перед алтарем? And I'm going to explain to you what happened. И я объясню вам, что же случилось. And all we need to do is to replicate the process. И все, что нам нужно сделать, это повторить тот же процесс. And we can build relationships with literally thousands of people. И на этом принципе мы могли бы научиться, как построить взаимоотношения с тысячами людей. Many of whom may be prepared to commit the rest of their life to enabling you to fulfill your mission and vision. Многие из которых готовы посвятить себя, помочь вам выполнить вашу миссию. So this continuum talks about Sue and I before we ever knew each other. Эта часть иллюстрации говорит о том, когда мы не знали друг друга. And this diamond represents when I stood in front of the pastor and I committed my life to her forever. И первый ромб иллюстрирует то время, когда я и моя будущая жена стояли перед пастырем. Now you'll notice that there are letters E and R. Вы заметите о том, что есть на иллюстрации две буквы, английское «Е» и «Р». And one of the statements that I made in our previous session was this. И одно из выражений, которое я упомянул на первом семинаре, следующее. That in relationships, it's emotion that brings us together into a relationship, but it's rationalism that keeps us there. В отношениях людей это эмоции, что приводит нас и соединяет нас вместе, но рационализм продолжает, помогает нам оставаться вместе. You need to know that whether or regardless of whether a person is moving into relationship with your organization or with another individual,
Независимо, вы должны понимать, независимо от того, насколько человек относится к вам лично или по отношению к вашей организации, that every relationship always begins on an emotional basis. всегда отношения начинаются на эмоциональном уровне. When I saw Sue, my heart beat faster. Когда я увидел Сью, мое was- сердце застучало быстрее. She was attractive, she had a lovely smile, and she was warm and friendly and witty and intelligent. Вы поняли, насколько должна быть привлекательной, красивой и желанной женщина, чтобы я посвятил себя ей. And my heart was going like this. И мое сердце стучало очень I часто. was very emotionally touched by her. Я изменился эмоционально по отношению к ней. And oftentimes that will happen with people in an organization. Часто то же самое происходит с людьми по отношению к вашей организации. Perhaps someone from your ministry stands and bears testimony of the work that has been done in their life because of your organization. Возможно, кто-то из ваших людей, работников вашей организации, встанет перед аудиторией, расскажет о свидетельстве, как что-то было сделано в вашей организации, что изменило их жизнь изнутри. And people who are sitting in the congregation listening to this testimony are emotionally moved. И люди, которые слушают в аудитории, они эмоционально дают отклик. And that could well be the beginning of a relationship. И это, возможно, именно то начало взаимоотношений с вашей организацией. But only perhaps if you know what to do next. Но только в том случае, если вы знаете, что делать дальше. Now, in my case, I knew that what I wanted to do next was to call her on the phone the next day. Ну, в моем случае было понятно. Я знал, что я хотел позвонить ей на следующий день по телефону. And I asked her, I'm the guy that you were with last night. И когда я позвонил, я сказал, я тот парень, с которым ты встречалась вчера вечером. I says, do you remember? Ты меня помнишь? And she says, yes. И она сказала, да. And then I asked her if perhaps we might be able to go out for dinner some evening. Я спросил, можно ли мы вместе пойдем и покушаем вместе? And she said yes. И она ответила, да. And I jumped up Я подпрыгнул and came down and was very happy. и приземлился и как бы очень был рад. And we went out together on that evening for dinner. И в тот вечер мы пошли, поужинали вместе. And we began to talk about each other. И мы начали говорить друг о друге. And I was trying to tell her about me. Я начал говорить, рассказывать про себя. And she was trying to tell me about her. А она, в свою очередь, рассказывала про себя. And so we use the words I and me quite often in the discussion. И в английском языке, естественно, I и me, это в нашем языке я, часто использовалось в разговоре. I was trying to convince her that I was worthy of her consideration. Но я хотел убедить ее в том, что я заслуживаю внимания. And she was much more subtly, I might add, trying to convince me of the same thing. Но более скромно она пыталась сделать то же. And so we had this, what I call this first date. И у нас произошло то, что я называю первая встреча. And it was a marvelous meeting. И это было удивительно. So I came home the next day, and I thought I might call her again. И я пришел домой и подумал, скорее всего, я позвоню ей завтра опять. And so I called her on the phone, and I said, I was the guy you were with last night. И я снова начал свою беседу по телефону. Я был тот парень, с которым вчера вечером ты встречалась. Do you remember? Ты меня помнишь? And she said yes. И она ответила, да. And I said, well, I enjoyed last evening. Would you like to repeat the experience? Я ей сказал, что мне очень понравилось провести вместе время. И я предложил ей повторить тоже. And she said yes. И она согласилась опять. And I jumped. Я снова подпрыгнул от радости. And we planned another event. И у нас мы запланировали следующую встречу.
Now this represents the first 3 steps in building a relationship. Вы только что услышали первые 3 шага в строительстве, построении взаимоотношений. The first step is bringing people together who have never met each other before. Первый шаг – это когда вы планируете определенное событие с теми, кто еще не знаком. So part of your organizational or your development agenda needs to be planning activities and events where people can be exposed to your ministry. И поэтому вам часть вашей работы должно включать именно планирование событий или определенных действий, направленное к тем людям, которые никогда о вас не слышали. It could be a special event. Может быть, это особое какое-то событие. You might invite people to come to your home for a dessert where they might be able to listen to someone from your organization. Возможно, вы можете это событие сделать встречи в домашнем кругу, когда кто-то расскажет свидетельство о том, как ваша организация работает. Many of you go to churches and to other places where you share with those that have wanted to learn more about your organization what it is that you do. Многие из вас посещают церкви и делают презентации или свидетельства, рассказывая о том, чем занимается ваша организация. And in each one of those examples, you're bringing, someone to you that has perhaps in many instances never even knew that you existed. Естественно, возникает возможность рассказать людям о вас, и эти люди впервые узнают о том, что вы существуете. So you want to talk to them about who you are and what it is that you do. Поэтому вам хочется, и вы желаете рассказать о том, кто вы и чем вы занимаетесь. You might want to share with them a bit of your history and where it is that you've come from and why it is that you do what you do. Наверное, вы можете поделиться историей о том, чем вы занимались, и рассказать о причине, почему вы этим занимаетесь. And you want to talk to them about your vision, what it is that you hope to accomplish by what it is that you do. In other words, what it might look like 10 years from now if you were successful. И, возможно, вы поговорите с ними, раскройте им видение о том, как миссия, которую имеет ваша организация, ту цель, те задачи, стоящие перед вашей миссией, станут успешными через определенное время. We talked about that in our earlier session this morning or this afternoon. Мы говорили после обеда. And I suggested that you need to be able to articulate your vision, what it would look like if your mission was accomplished in the lives of people 10 years from now. О том, как вам необходимо формировать выражение миссии вашей организации и то, какой ваша организация будет через несколько лет вперед. And the point that I made in our session earlier was when you're talking to people, lead with your vision and not with your need. Я говорил о том, что когда вы говорите и делитесь с другими людьми, вам нужно вести за собой этих людей, не рассказывая им о потребностях, которые у вас есть, но рассказывая им о видении, которое стоит перед вашей организацией. People are motivated and inspired by vision. Люди, они мотивированы и вдохновляются видением. And we all have needs, but not everybody has a vision that is as compelling as your vision. И у всех у нас есть потребности, но не у всех людей есть видение, которое имеете вы. So share your vision with them. Делитесь вашим видением с этими людьми. And what you might discover is that they become intrigued and want to learn more. И вы, скорее всего, заметите о том, что эти люди заинтригуются, заинтересуются и захотят узнать больше. So one of the first questions that you need to answer is what kinds of things could we do to bring people to the place where they're going to be exposed to our work, that we might be able to share with them what it is that we do. И одно из первых событий, которое вы можете уже сейчас запланировать, это подумать о том,
когда вы встретитесь с этими людьми и сможете им представить вашу организацию в том свете, чтобы они заинтересовались. And so that is what is represented by this little spot on our continuum. И именно это здесь на иллюстрации показано первым треугольником. These next two spots represent what would be the equivalent of the first date and the second date. Эти треугольники — это верхняя часть этих трех ромбов, о которых мы сейчас говорим, на иллюстрации. And you need to do something that would be essentially replicate what that experience was in the relationship that you had with someone that you fell in love. И это те шаги, вот первый, второй, третий, вот эти ромбики, это те шаги, которые вы бы проделали с человеком, в которого вы влюбились. People make decisions on whether or not they want to continue into a relationship on the basis of commonality or common interests and purposes in life. И люди принимают решение о том, как они дальше поступят, на основании того, что у вас есть общего. And they also make decisions on the basis of compatibility, which they discover by asking questions and seeking more information. И они узнают, насколько совместимы являетесь вы и они на основании того, как они прочувствуют во время встреч и сделают решение о дальнейшем сотрудничестве. So essentially what we're trying to do is to replicate something that would be analogous to this in these next two events. Поэтому нам нужно спланировать вот эти встречи с этими людьми. Заметьте, они последовательные, чтобы повторить то же самое, то, что происходит в развитии взаимоотношений между влюбленными. And they need to occur rather quickly. И это должно происходить довольно быстро на начальном этапе. Because the one thing very, very unique about emotion is that it's fleeting. И уникальная вещь об эмоции, можно сказать, это одно. Она быстро уходит. I mean, and I think most of us could relate to that. И я думаю, что многие из нас имеют определенное понимание этого концепта. Perhaps you have become angry at some point in time in your life. Возможно, когда-то вы на кого-то огорчились очень сильно. I mean, really, really angry. Вы обозлились. And you became perhaps a bit out of control because you were so upset. И так получилось, что вы почти потеряли контроль над собой. And then perhaps a week later, someone comes up to you and said, "I noticed a few weeks ago that you were extremely angry." И, возможно, неделю спустя кто-то к вам подходит и говорит: я заметил, что вот на той неделе вы очень сильно обозлились. And you say, "Oh yes, I kind of remember that." И вы можете ответить: да, вспоминаю. But for the life of you, you can't remember why you were so angry. Но вы уже почти забыли, что же произошло. Emotion it fades quickly. Сама эмоция, она быстро уходит. And so you want to do these events relatively soon. Поэтому первые три шага, события, которые вы планируете, должны быть быстрыми. In a later illustration this afternoon and again tomorrow, I will talk more specifically about what these look like. И я на следующих семинарах расскажу более подробно, как вот эти вот события могут выглядеть. But the relationship is a series of these kind of events where we're getting together and we're doing things. И заметьте, что вот здесь вот эти вот такие иллюстрации того, что это как бы тоже действие или событие, которое вы планируете для развития взаимоотношений между двумя. We begin to talk with one another, and the further we move down this continuum, the more we reveal about ourselves to one another. И чем дальше мы продолжаем встречаться, тем больше мы открываем друг другу. We only reveal what it is that we feel safe in revealing.
И мы понимаем о том, что есть определенное чувство безопасности, которое мы чувствуем, открывая что-то перед другой стороной. Because most of us are fearful of rejection. Многие из нас, большинство из нас, боятся быть отвергнутыми. Now remember, it is emotion Помните, это эмоция, that brings us into relationship. которая приводит к нам к началу взаимоотношений. But it's rationalism that keeps us in relationship. Но рациональность является причиной, благодаря которой мы остаемся в этих взаимоотношениях. And for those of you that are married, you realize how much fun this was and this whole process of courtship actually was. И для тех, кто из вас уже женат или замужем, вы помните, как много было интересного вот именно в том особом периоде ухаживания. But it's very, very important to remember that rationalism or objectivity does not eliminate emotion. Но вы должны помнить, несмотря на то, что рациональность является то, что оставляет нас в отношениях, это не значит, что она взаимоисключает эмоции. When I return from a trip, I go outside the airport and I have a designated location where my wife Sue will pick me up. Когда я возвращаюсь после очередной поездки, я иду в определенное место, где меня уже ожидает моя жена Сью. I call her on the phone and I say, I'm here. Я звоню ей по телефону и говорю, я уже здесь. And she was waiting in a parking lot not far away. И она, ожидая недалеко в паркинге, And I see the car coming around the corner to pick me up. заводит машину, подъезжает и подбирает меня у аэропорта. And my heart beats quickly as I know that it's her. Я, узнавая ее, чувствую ускорение своего биения сердца. And there was a time right here where I thought I couldn't love this girl more. И было время, когда вот в этом месте на иллюстрации я помнил о том, что я не могу ее любить больше. But I love her more, and the love is much deeper and much more substantive. Но это было ошибочно. Я сейчас ее намного больше люблю, но это уже более обоснованная любовь. I thought I understood her when I stood in front of the pastor. Когда я стоял у алтаря перед пастырем, я думал, что я ее полностью понимаю. But after having lived with her for decades, I realized that now I'm beginning to understand her. Но после нескольких десятилетий я продолжаю приходить к пониманию, что я только начинаю ее понимать. And I'm sure you both, all of you can relate. Но и те, кто из вас замужем или женат, возможно, уже понимает это. Now, somewhere in the middle here, Где-то здесь, посередине, there was a very interesting conversation that those of you that remember courtship were a participant in. и те, кто из вас, когда ухаживали за влюбленным, помните это место или время. You looked at the person that you were falling in love with, and you said something like this. И вы помните, как это происходило. Вы увидели влюбленного и сказали следующее. What if we were to go the next step in this relationship? Что ты думаешь, если мы сделаем следующий шаг в наших взаимоотношениях? And it may have been a bit of an awkward situation, but you asked, where would we live? Would we have children? What would we do? Where would we go to church? Things like that. И вы понимаете, что перед тем, как вы получите согласие, как-то неудобно, неловко задавать вопрос, где мы будем жить, сколько у нас будет детей. But something significant happened at that moment. Но что-то в тот момент произошло. You will notice that the pronouns changed. Изменяется местоимение. That no longer were we talking about I and me. Мы уже больше не говорим «я» или «мне». We began talking about we and us. Мы начинаем говорить о том, что мы и наши. And at that particular point, the whole relationship shifted. И в тот момент произошел сдвиг в взаимоотношениях.
And from that point on, I was owning the relationship, and she was owning the relationship. С того времени произошло изменение ощущения владения этими взаимоотношениями. And what you need to do in your ministry is this. И то, что вам нужно в вашем служении сделать, это следующее. You want people with whom you are relating to begin talking about your ministry by saying we and us. Вы хотите, чтобы произошло вот это вот изменение, чтобы люди, с которыми вы имеете контакт или взаимоотношения, начали использовать местоимение «мы», «нам». And that's a very important process, because when they join you in the fulfillment of your mission, absolutely everything changes. И это настолько критично для успеха, что вы понимаете, что именно в тот момент произойдет изменение взаимоотношений. And I'm going to make a statement now that I would like you to remember. Я хочу, чтобы вы запомнили следующее. What you need more than donors for your organization. Вам необходимо иметь больше, чем количество доноров. You need partners. Вам необходимо иметь партнеров. People who choose to lock arms with you and together walk with you to enable you to achieve your vision. Люди, которые смогут локоть в локоть идти вместе с вами по пути реализации миссии вашей организации. And let me remind you of something. Давайте я напомню вам что-то. Partners always become donors. Партнеры всегда становятся донорами или пожертвователями. But donors rarely become partners. Но доноры или пожертвователи очень редко становятся партнерами. And the reason why that is true is because donors are left with the belief that the only value that you see in them is the fact that they give to you money. И причина, почему это выражение является истинным, это только потому, что доноры говорят о том, что то, почему вы во мне видите ценность, это та сумма, которую я могу пожертвовать. And so the other things that they might be able to offer you, you've never asked them for. А то, что они могут вам предложить, вы никогда даже их не попросили. When you see them, you go with an open hand and you say, "Can you help us financially?" Потому что когда вы видите потенциального донора, вы подходите, протягиваете руку и просите. And by default, depreciating all the other things that they might be able to do to help you. Просите денег прежде всего, но не думаете о том, какие другие есть возможности, чтобы они поучаствовали. Actually, I kind of like it when people ask me for a gift. Потому что, с одной стороны, мне нравится, когда люди меня просят об определенном пожертвовании. Because it kind of takes me off the hook. Потому что меня сразу я спрыгиваю с крючка. In other words, I can say, I'll give you $50 and you'll go away. Я дам вам $50, и вы исчезнете. Больше не вернетесь. And I'm relieved. И я сразу чувствую облегчение. But the other part of the story is that I could have given them something that was far more valuable than $50. Но другая сторона этой медали, это состоит в том, что я мог намного больше дать, нам более ценное, чем $50. But they never thought to ask me for that. Но они никогда даже не задумались, чтобы попросить меня об этом. I think I could have given them $500,000 of advice and counsel and support. Наверное, я бы дал им совет или поддержку предложил бы в обучении, которое стоит $500,000. But they were willing to settle for $50. Но они согласились на 50. And many of you have done the same thing. Многие из вас, наверное, уже сделали такую ошибку. So we want to replicate this process. An opportunity for them to engage with us in the conversation of where our ministry is going. Поэтому мы хотим повторить этот процесс таким образом, чтобы в беседе они могли почувствовать, куда же движется наша организация. Now, in the world of development, this event here that represents when I was standing in front of a pastor. И в мире развития это событие, этот ром имеет представление
того момента, когда я стоял перед пастырем. Does not represent someone giving a gift to your organization. Он не представляет тот момент, когда человек сделал первое пожертвование в вашей организации. In fact, in the development world, they may have made several small gifts to you in support of what you do. Наверное, это уже отражает реальность, что в реальном мире эти люди уже сделали несколько пожертвований до этого момента. But at this point, what they're doing is they're saying, I want this ministry to be a part of my life forever. Но именно в этот момент, это определяющее событие, когда человек делает решение стать партнером вашего служения. It's like they're coming to a point in time where they're putting a flag in the ground and saying, this is something that I believe in and I want to support. Это может выглядеть, когда есть поле, на которое можно прийти и сказать, это мое. И человек, который вставляет этот флагшток прямо в это поле, говорит, что это поле мое. И это является этим символом. This whole process from here to here is represented by the word acquisition. И весь этот процесс на этой иллюстрации может быть представлен таким техническим термином, как аквизиция. We want to acquire people to come alongside, to lock arms with us, and to take the journey with us. Что значит это, по сути дела, приобретение тех людей или ресурсов, или партнеров, которые могут помочь нам сделать, продвинуться дальше по отношению к миссии. But this is not an ending point. Это не конечная точка в отношениях. When you say I do, that doesn't mean that the relationship is over. Когда вы согласились, сказали, да, я согласен, это не конец отношений. But there are one of two things that can happen after this event. Но существует одно или два события, которые могут произойти. Some people look at marriage as one of the things that we need to do in order to complete our life. В браке очень часто некоторые люди думают о том, что для того, чтобы получить совершенство в своей жизни, So once this event occurs, we can kind of check that off our list. многие из них думают о том, что свадьба именно это событие. And now we go through life as a married woman and a married man. И поэтому происходит такое, что статус меняется на женатый, но это является женатый человек или женатый мужчина. And sometimes we drift apart. И такое происходит, что иногда отношения между людьми после брака, заключения брака, оно начинает становиться более отдаленным. And what really we would like to see happen is this kind of a relationship. То есть на самом деле это тот вариант, когда идет к разрыву брака. А то, что мы хотим видеть, это когда вместе идут по одинаковому пути. Where the two become one under the centrality of Jesus in our lives. Когда двое становятся одним, и под руководством Иисуса Христа они движутся вперед вместе. And so this has to do with acquisition this side. This has to do with sustaining over here. И буква А на иллюстрации значит аквизиция или приобретение, как процесс. А буква С Sustaining. это поддержка или поддержание. Now, over the course of the 43 years that I've been doing this, И на протяжении 43 лет, с тех пор, как я начал это делать, I have had people tell me periodically that I was nothing better than a great manipulator. я имел возможность услышать от многих людей, что я великий манипулятор. That I could get people to do what it is that they didn't want to do. Выражалось это в том, что я заставлял или мог заставить людей делать то, что они не хотели делать. And honestly, if someone were to say that, and I've heard it before, it really makes me very disturbed. И, откровенно говоря, мне очень неприятно чувствовать, что
когда я слышу такое обвинение. Because the last thing in the world I want to do is to manipulate someone to do something they don't want to do. Потому что последняя цель, которую я имею, это использовать методы манипуляции в взаимоотношениях. But I think in this ministry in which we are all involved, Но я думаю, что в служениях, в которые мы вовлечены, we need to be, quite concerned about that. мы должны задумываться над этим понятием. James, the brother of Jesus, has a lot to say about that in the book that bears his name. Брат Иисуса Христа Иаков говорит, That we must be careful that we don't show prejudice to one or another. о том, что мы должны внимательно смотреть, чтобы не оказывать особого уважения в отношении других. But there's one very clear way in which you could objectively determine whether or not you have been manipulative. Но есть определенный объективный способ определить, манипулируете ли вы человеком или нет. And that is represented by this. И есть вот такая репрезентация. That if you don't spend as much time sustaining a relationship as you did to acquiring it, Если вы тратите меньше времени на приобретение, прошу прощения, меньше времени на поддержание отношений, чем вы потратили на приобретение взаимоотношений, you've probably been manipulative. то, скорее всего, вы манипулируете в отношениях. You see, there was nothing that I wouldn't have done for her, for Sue, during this period of time. Потому что в тот период времени нет ничего, чтобы я не сделал для Сью. If she had said, take off your shoes and socks and walk across these hot coals for me, I would have done it. Если бы она сказала, сними свою обувь и пройдись по горячим углям, скорее всего, я так бы и сделал. I mean, we expend a great deal of energy in securing a relationship with someone that we want to be in relationship with. Потратили очень большое количество времени, чтобы начать или приобрести эти взаимоотношения с теми, с которыми мы хотим быть. And sometimes once people make that commitment, we kind of forget that they did and we just kind of go on and do something else. Но когда мы приобрели, поимели, то у нас часто возникает ощущение того, что нам уже не нужно тратить энергию на поддержание этих отношений. And so if you have people who seem to be dropping off and not becoming involved anymore in the support of your ministry, it might indicate the fact that you have failed here. И если вы чувствуете, что в вашем служении люди начинают терять интерес в том, что вы делаете, отказываться от участия, то, скорее всего, это подтверждение того, что у вас идет прокол в области поддержания взаимоотношений. So I want you to kind of keep this in the back of your mind, and we end at what, 5:40, right? Yeah. Okay. I'm going to give you another illustration, and you really need to come back tomorrow to get the rest of the story. И я проиллюстрирую еще один рисунок на заметках, но для того, чтобы услышать полное объяснение этой иллюстрации, вам нужно вернуться на 3-й семинар завтра. Now, После обеда в 3 часа. we've left some unanswered questions here, and in other words, what does this look like and what does this look like, and we're going to talk about that tomorrow in more specific terms. Потому что мы пропустили вот именно, что же значит вот эти определенные события на иллюстрации. И мы будем говорить именно об этих пропущенных этапах в развитии взаимоотношений завтра. The work of development is really a process. Служение, развитие – это прежде всего процесс. And it has 5 very distinct steps. И в этом процессе 5 очень четко отличающихся друг от друга шагов. And I want to share with you those 5 steps now. Я сейчас поделюсь этими 5 шагами. The first step in the process is to identify the people with whom you'd like to build a relationship. Первый шаг является следующим.
идентифицируйте тех людей, с которыми вы хотели бы заключить или начать взаимоотношения. I mean, and when you stop and think about the analogy of falling in love, there were times when you saw someone and you asked somebody, do you know what her name is? Было, скорее всего, время, когда вы кого-то где-то увидели и начали узнавать, ты знаешь, как зовут ту или того? And you tried to get her name and her address and her phone number. И вы пытаетесь с разными способами узнать больше информации. Или телефон пытаетесь приобрести, чтобы позвонить. So if you want to build a relationship with someone, then you need to know who they are. И прежде чем начать взаимоотношения, вы должны знать, кто эти люди есть. Now, the next step in the process is qualifying, or Второй шаг qualification. в процессе это дать определение, определить. When I was a teenager, I dated many girls. Когда я был подростком, я встречался с многим количеством девушек. I had a great job. I was the chief of staff of a large camping ministry, and I hired a lot of staff people. Да, у меня была возможность быть руководителем служения в лагерях, и я непосредственно нанимал на работу людей для служения в лагерях. I had all the applications of all the staff members that were coming to work that summer. И у меня всегда были заявления, подачи на работу в тот год в лагерях. And I have to admit that I was kind of putting some on one pile that I thought might be interesting to meet. И когда я перечитывал такие заявления с фотографиями, я откладывал часть заявлений в сторону, признаюсь. But the point is not everyone that I ever went out with did I ever want to marry. Да, я заинтересовывался определенными людьми, с кем хотел бы познакомиться или встретиться, но не со всеми я встречался, чтобы жениться. I discovered that, you know, as nice as they might be, it was not something that I felt that I wanted to continue the relationship. И я понимал о том, что после определенной встречи, как бы мне не хотелось быть рядом с этим человеком, этот человек не был тем, с кем я могу провести жизнь. And in your work, sometimes you meet people and you say, he would be a great volunteer. И, возможно, в процессе вашей работы вы уже определили таких людей, когда вы смотрите на него и понимаете, что вот это тот волонтер, с которым вам бы очень хотелось сотрудничать. And undoubtedly, you know, as you have worked with volunteers, you have discovered that that person might be a person that we would want to hire. И безупречно вы, когда работаете с волонтерами, у вас есть определенное понимание, что именно определенные кандидаты лучше всего были бы на определенном месте в служении. And you might identify someone who has been successful, and you might want to say, I want to get to know that person because I think they might be able to help me. И, возможно, вы сможете идентифицировать таких людей, увидеть что-то особенное в них и сделать все действия для того, чтобы привлечь их к служению. And when you do that, you are essentially qualifying people for the roles that they might be able to play in the context of your И ministry. когда такое происходит, вы определяете, насколько квалифицирован или квалифицируете этих людей, насколько они подходят к вашему служению. Now, the third step in the process is cultivation. И третий пункт или шаг в этом процессе называется культивация. It's like courtship. Очень сильно это похоже на ухаживание. You want to grow and understand them and to cultivate the relationship between your organization and them. Вы хотите на этом шаге действительно узнать больше об этом человеке, рассказать о себе таким образом, чтобы заинтересовать этого человека. And in much the same way as courtship, you want to expose to them the nature of your ministry and what it is you do and how you go about it and what it is that you hope to accomplish. Что именно очень похоже на тот момент среди влюбленных, когда друг другу начинают открываться и довольно глубокие вещи, чтобы заинтересовать другую сторону. The next step in the process is solicitation. It's inviting them to come alongside and to be a part of your team.
И следующий шаг называется приглашение. Это когда вы делаете предложение этому человеку присоединиться к команде вашей организации. There are two mistakes that we make in development. Две ошибки мы делаем в процессе развития. And you all have made, as I have made repeatedly, these mistakes. Скорее всего, вы так же, как и я, делали эти ошибки. The first mistake we make is that when we talk to people about our ministry, Первая ошибка – это то, когда мы начинаем говорить с людьми о нашем служении, they totally understand everything we just told them. то мы думаем, что они полностью понимают все, что мы говорим им о служении. And that's a wrong assumption because many people just didn't get it. И это неправильное умозаключение, потому что большинство людей не поняли то, что вы им сказали или рассказали. And the other mistake that we make is this. Вторая ошибка, ту, которую мы делаем часто, это следующее. We make the assumption that they are going to expend the energy to try to figure out how they could be a part of your organization. Мы делаем умозаключение для себя о том, что они захотят потратить их личную энергию на то, чтобы разобраться в том предложении, которое мы делаем для них. I mean, really, wouldn't you love to believe that when they leave you, they're making lists of all the things that they could do to support you? Не правда ли, вы бы очень обрадовались, если бы сразу же после встречи с вами этот человек пришел домой, сел, взял бумажку, карандаш и начал создавать лист о том, как бы ему быть полезным именно для вас, самостоятельно. But I can assure you they're not having that conversation. Я могу с уверенностью заявить о том, что они этого не делают. And so if you want someone to consider opportunities wherein they can be involved in what it is that you do, И если вы хотите, чтобы люди могли сделать для себя заметку о том, как они могли бы поучаствовать в вашем служении, you want to share with them what those opportunities might be. вам нужно очень детально рассказать об этих возможностях служения. And when you're talking to people about opportunities, provide more than one. И когда вы говорите людям о возможностях послужить им в вашей организации, вам нужно дать более чем несколько возможностей. When you're talking with people about your organization, say something like this. Когда вы начинаете говорить с людьми о вашей организации, говорите следующее. You might say, perhaps you might have an interest in what it is that we're doing. Возможно, вы заинтересовались тем, чем мы занимаемся. Perhaps you've been impressed by our work and have great interest in the vision that we have of ministry. Возможно, у вас появился интерес, и вы хотите узнать больше о том видении, которое имеет наша организация. Let me share with you 5 or 6 ways in which you could be a part of our team. Если это правда, то позвольте мне поделиться с вами несколькими возможностями, как вы могли бы нам помочь. And always provide at least 1 or 2 opportunities that would be very, very easy for them to respond to. И всегда делайте так, чтобы 2 или более было возможностей, на которые можно было очень легко ответить позитивно. Perhaps you might suggest that they could be one of the 5,000 people that you would like to pray for your ministry every year. Возможно, вы хотите предложить им молиться о вас и быть среди первых 5000 молитвенников за ваше служение. But what you really want people to do is you want them to say yes to your organization. И очень часто вы должны планировать это так, чтобы люди легко могли ответить «да» на ваше предложение. And if they don't say yes, И если они не отвечают «да», by default, they're saying no. то вы должны понять о том, что по установке они отвечают «нет». And in the world of development, yes is a good word and no is a bad word. И в мире развития служения «да» — это хорошее слово, «нет» — это плохое слово. Yes keeps the doors open, «Да» открывает двери, but no closes them. «нет» закрывает. And oftentimes never to be opened again. И очень часто эти двери никогда больше не откроются. So we need to ask. Поэтому нам нужно спрашивать. And number 5 is sustaining.
и просить их. Номер 5, пятый шаг – это процесс поддержания взаимоотношений. Now, we have extended beyond the question time. We have a few minutes left. And I apologize, I could go on for the next several hours, as you probably have already concluded. Да, я хочу извиниться о том, что у нас уже, к сожалению, 5 минут осталось, и много вопросов мы не сможем ответить на них. And I want very much to be a part of your discussions and be a part of your life, and I would love to be a part of your ministry. Поэтому я хочу выразить свое желание, это продолжать работать с вами и отвечать на ваши вопросы, чтобы быть частью вашего служения. So I'm hopeful that we might continue this discussion tomorrow with you, and we'll try to cover as much as we possibly can. Поэтому я надеюсь, что мы дальше продолжим с вами общение на следующем семинаре.